столовой школы раздался звонкий звук пощечины. В центре внимания Элли Харпер, тихая девочка с опущенными глазами и покрасневшей щекой. Смех доносился из угла, а напротив стоял Джош Миллер, сын директора и главный задира школы. Он считал, что деньги семьи дают ему право унижать других. Обычно Элли терпела. Она сидела на последней парте, носила старые вещи, избегала внимания. После смерти отца ее мать работала в 2 смены, и девочка научилась жить в тени, принимая насмешки Джоша и его друзей. Он издевался над ее речью, одеждой, даже бросал еду на пол. Элли лишь опускала голову и молчала. Но в тот день что-то изменилось. После удара по лицу ее тело дрожало от стыда и боли, но внутри поднялась сила, которую она долго прятала. Она схватила ближайший стул, подняла его, и через секунду он с грохотом ударил Джоша по спине. Столовая замерла. Те, кто обычно смеялся, молчали. Даже друзья Джоша не верили своим глазам. Элли стояла, все еще дрожа, но впервые не пряталась. Видеозапись произошедшего мгновенно разлетелась по школе. На ней был не только удар Элли, но и пощечина Джоша, доказательство его травли. Теперь его богатство не могло стереть правду. Когда ее вызвали в кабинет директора, Элли ожидала худшего – исключения гнева матери. Но перед дверью собрались ученики, многие впервые поддерживали ее. Одни плакали, другие благодарили за смелость. На совете школа встала на сторону Элли. Джоша отстранили, обязали посещать психолога. Его репутация рухнула. Элли же впервые почувствовала, что ее голос имеет значение. Она не стала популярной, и ей это было не нужно. Но другие ученики начали садиться с ней за обед, а одна девочка прошептала: «Ты дала мне силу». Дома мать крепко обняла ее: «Твой отец был бы горд». На следующий день Элли пришла в школу с поднятой головой. Она больше не была невидимкой. Тот момент доказал: даже самая тихая душа может взорваться, если ее загоняют в угол.